Приветствую, друзья, вас на своем канале. Большой привет любителям орхидей. Ребята, посмотрите, мой кот цветет и цветет и цветет. Задают вопрос в комментариях, во что он посажен. Сейчас буду рассказывать. Ничего сложного, ничего нового. Но расскажу, что происходит у меня. Сейчас он дорастил вторую волну бутонов. Посмотрите, новый открыл сегодня цветочек. Маленький котенок, ребят, я называю маленький котенок. Бутоны растит, они лопаются, превращаются в такие красивые, с кошачьим принтом цветочки. У кого-то пишите ярче он. Возможно, у меня южная сторона, это тоже играет роль. Сейчас у меня температурный режим где-то в районе 21-22. Ну вот такое наше зимнее-весеннее цветение. Я очень радуюсь тому, что он цветет в этом году обильно. Я, девочки, не считала количество цветочков. Вот доращивает бутончики, причем не скидывает. Цветы еще, как многие орхидеи, поступают. Вторая волна цветения. Отсушивают самые первые цветочки. И меня это расстраивает, но что поделаешь. В общем, друзья мои, про посадку. Посадка классическая. Двойной горшок. Но в двойном горшке вы, наверное, можете наблюдать. Видите, да? Есть отверстие для аэрации. Их немного. Сделаны они в нижней части горшка на всякий случай. Посажен смесь коры, вернее кора — это субстрат ОВИ. Кто в Украине живет, знает. В этот субстрат входит кора средних размеров, средняя фракция, кусочки угля и сухой мох. Но мха удельный вес незначительный. Вот здесь он проглядывает. И дополнено это все керамзитом. Удельный вес керамзита процентов 30-40. Вот такую посадку он принял. Могу вам сказать, что как бы он не любил влагу, он точно так же любит и аэрируемый субстрат. А для того, чтобы была так называемая аэрация, чтобы корни могли хоть немного дышать, нужно добавлять неорганические компоненты. Очень хорошо, помимо керамзита, эту роль может играть пеностекло, друзья мои. Вот пеностекло, посадки с пеностеклом, кора плюс пеностекло, уголь. Вообще идеальный вариант. Нету загнивания, равномерное увлажнение, равномерное просыхание. Но это мои наблюдения. Если я посадила орхидею просто субстрат, кора, мох, там, ну, как здесь, кокосовое волокно, и не добавила хотя бы чуть-чуть ингредиента неорганического, кто-то циафлору добавляет, тоже как вариант, то все, ребят, начинается плесень. Орхидея будет расти. Это я вам показываю фронтеру. Вот, кстати, она открыла свой новый цветочек. Они с котом соревнуются. Кто больше нарастит бутончиков и кто больше откроет цветочков. Кстати, вот смотрю, бутон какой-то. Кто знает, что это будет. Ну, посмотрим. Может быть, какой-то немножечко мутант. Ну, в общем, вот у нее проблема с одинаковым уходом. В этом горшке есть грибок, грибница. Вот если бы я положила туда пеностекла, добавила туда либо пеностекла, либо керамзита,
этой проблемы, я уверена, не было бы. Это, ребята, вам такой задел на будущее и совет. И, конечно же, я теперь буду обязательно делать такие миксовки. Кора, древесный уголь, керамзит, либо пеностекло. Цефлору я не покупала, не знаю, не пробовала. Очень даже неплохо, говорят. Многие добавляют немножко в посадку триферма. То есть посадка должна быть вкусная. Вкусная, желательно содержала процент определенных органических компонентов. Да, я понимаю, что жучки, паучки, подуры. Но если будет хорошая аэрация в грунте, вот, кстати, касаемо кота, никогда, а он сидит у меня уже 2 года точно в этой посадке. Да, точно 2 года. Никогда не было никаких подур. В отличие от субстратов, в которых не присутствует неорганический компонент. Понимаете? Как-то вот и просыхает более равномерно, и корневая система орхидей с большим удовольствием растет вот в эти миксованные посадки. Понимаете? Вот если брать просто неорганический компонент, либо одно пеностекло. Пеностекло неплохо тогда миксовать с мхом. Ну, не знаю, девочки, это я не по своему опыту, это я смотрю на результаты многих орхолюбов, орхолюбителей. Но мне кажется, все-таки вот такой вариант, в котором сидит у меня кот, он неплохой. Он неплохой. Надо подмешивать неорганический компонент. Потом очень легко при пересадке он изымается. Можно прокипятить и пеностекло или пропарить в духовке, и керамзит помыть, прокипятить и использовать вновь. Но кора разложилась, все, выбросили. Так что, девочки, вот такой мой вам опыт и моя посадка этих красавиц в миксованные грунты. Не знаю, мне нравится. Мне нравится, потому что им нравится. Я вижу, что они цветут с удовольствием, развиваются, растят листья, корни. И, кстати, кот, у него единственное, что мне не нравится, пересыхает вверх. Никак я не куплю, девчонки, по вашей наводке. Вы говорили, что надо сюда насыпать сверху кокосовых чипсов. Надо мне заказать. Я никак не найду их в продаже. Вот так вот, чтобы в магазине или на рынке нету, в цветочных магазинах. Как-то раньше с кокосовым субстрат есть, а вот кокосовых чипсов что-то нет. Но я знаю уже, где купить. Я уже знаю там одного хорошего человека, который торгует разными компонентами для субстрата. Это Юля Озерова, у нее хорошее предложение и по цеофлоре, или Серамис у нее. Не, Серамис. Серамис у нее. По-моему, еще кука-чипсы, разные виды коры. Кстати, девчонки, насчет орхиаты. Ну, я пробовала орхиату. Мне кажется, что неплохо, но она плохо впитывает влагу. Я смотрю на свою Джулию, и Джулии постоянно не хватает влаги, потому что она полностью сидит только в одной господи, сидит вот в этой орхиате, одна орхиата без ничего. Я буду ее пересаживать, наверное, я ей добавлю все-таки мха, влажных компонентов, потому что не жалко. Она быстро просыхает и плохо развивается, не хватает ей. В общем, ребята, вот так вот сидят мои красавцы. Вот 2 примера. Без неорганического компонента, но с плесенью в горшке. И с неорганическим компонентом, без плесени, без проблем. Хотя он поливается, в принципе, всегда у него там влажно в корнях. Ему нравится. Но если нравится ему, то нравится и мне. Мне очень всегда интересно понаблюдать, как открываются бутоны, как цветочек набирает цвет. Сначала, смотрите, такой прямо темный цвет у цветочка, а потом уже приобретает вот такой окрас.
Это голландский экземпляр. Куплен у нас в обычной торговой сети, в одном из цветочных магазинов. Представитель голландских садовников. Знаю, что пишете мне про своих котов, которые у вас привезены из Азии. Интересно, девочки, напишите в комментариях, отличаются ли они окрасом и своим нравом. Будет интересно почитать. Все, ребятки, привет вашим котикам от моего котика. Растем, цветем, радуем. Цветение держит много месяцев. За это я хочу его похвалить. Как только увидите, что начинает зеленеть, я вам уже рассказывала, обратная сторона цветка, значит уже начинается процесс отцветания. Ну, такое тоже бывает. Очень мало дней в году на коте вы не сможете наблюдать ни одного цветочка. Даже сбросив цветы, которые уже много месяцев цвели, он дорастит на кончиках своих цветоносов по пару бутончиков, и вы будете продолжать его цветение, продолжать любоваться его цветением. И вы даже сравните, у меня было такое, что из зимы он вошел, из зимнего цветения он вошел в летнее, и одновременно на орхидеи, на цветоносах были и зимние цветочки более яркие, и летние менее яркие. Было интересно пронаблюдать. Все, друзья мои, немножко ягоды вам от Фронтеры. Тоже красавишна еще та. Вот она так выгорает со временем. Последние цветочки, конечно, поярче. Ну и, конечно же, котик. Котик наш любимчик. Всем рекомендую этих двух красавчиков. Приобретайте и наслаждайтесь. Всех обнимаю. Всем мирного неба. Пока-пока, друзья.